Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Елена. Сегодня мы научимся с вами вязать красивый узор спицами. Раппорт узора составляет 20 петель и в высоту 12 рядов. Для того, чтобы связать этот узор, вам понадобится 2 спицы, пряжа, вспомогательная спица и крючок на случай, если петли потеряются. Я набрала на спицы 22 петли, 20 петель раппорта и 2 кромочные. Провязала один ряд лицевой и один изнаночный. Теперь у меня на спице 22 лицевых петли. Начинаем вязать наш первый ряд узора. Кромочную мы снимаем, провязываем 6 петель изнаночных. Первый ряд немножко будет трудновато. После лицевых изнаночную. Так. 3, 4, 5, 6. Дальше идет перекрещивание из 2 петель вправо. Как его сделать? Мы 2 петли снимаем на вспомогательную спицу и оставляем их за работой. Вот таким образом. Вяжем 2 лицевые, возвращаем петли на левую спицу, провязываем их лицевыми. Дальше идет перекрещивание в левую сторону из лицевых петель. 2 лицевые мы снимаем на вспомогательную спицу и оставляем их за работой, перед работой. Провязываем 2 лицевые, возвращаем 2 лицевые со вспомогательной спицы на левую. Провязываем их лицевыми. Далее 6 изнаночных. Кромочная, изнаночная. Так, это первый ряд узора. Поворачиваем нашу работу на изнаночную сторону. Все четные ряды 2, 4, 6, 8, 10 мы будем вязать так, как смотрят петли. То есть на лицевой стороне, если петли были изнаночные, с изнаночной стороны мы их провязываем лицевыми. Первая кромочная петля, мы ее снимаем. Вяжем 6 лицевых, 3, 4, 5, 6. Дальше изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 изнаночных и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочная, изнаночная. Поворачиваем работу. Третий ряд узора. В третьем ряду узора мы вяжем 4 изнаночные. Кромочная,
4 изнаночные. Далее у нас идет перекрещивание в правую сторону из лицевых и изнаночных петель. Как это сделать? 2 изнаночные мы снимаем на вспомогательную спицу и оставляем их за работой. Провязываем 2 лицевые. Так, 2 лицевые. Возвращаем наши снятые петли на левую спицу. И провязываем их изнаночными. Четыре лицевые. Перекрещивание в левую сторону из лицевых и изнаночных петель. 2 лицевые мы снимаем перед работой. Вяжем 2 изнаночные. Возвращаем лицевые петли на левую спицу. Провязываем их лицевыми. Четыре изнаночные. Кромочные, изнаночные. Мы связали 3-й ряд узора. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Вяжем 4-й ряд по узору. То есть так, как смотрят петли. 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, кромочная петля. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Далее у нас идет 5-й ряд узора. В 5-м ряду у нас будет 2 перекрещивания по 2 в правую и в левую сторону. Кромочную мы снимаем, провязываем 2 изнаночные, перекрещивание вправо, 2 изнаночные петли мы снимаем на вспомогательную спицу за работу. Провязываем 2 лицевые, возвращаем петли со вспомогательной спицы на левую, провязываем их изнаночными. Еще точно такое же перекрещивание в правую сторону. 2 изнаночные снимаем за работой, провязываем 2 лицевые, возвращаем наши снятые петли на левую спицу, провязываем их изнаночными. Далее идет перекрещивание в левую сторону. 2 лицевые мы снимаем на вспомогательную спицу перед работой, вяжем 2 изнаночных, возвращаем снятые петли на левую спицу, провязываем 2 лицевые. Еще одно перекрещивание в левую сторону.
2 лицевые петли снимаем на вспомогательную спицу перед работой. Вяжем 2 изнаночные. Возвращаем. 2 лицевые. 2 изнаночные по краям и кромочная. Поворачиваем нашу работу на изнаночную сторону, вяжем все петли по рисунку, то есть так, как они смотрят. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, еще 2 лицевые, 2 изнаночные, ниточка слетела, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. Мы связали 6 рядов нашего узора. Теперь вяжем 7 ряд. В 7 ряду мы не делаем никаких перекрещиваний, то есть все петли повторяем, так как они у нас лежат на спице. Кромочную снимаем, вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, еще раз 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Мы связали 7 рядов нашего узора. Поворачиваем работу на изнаночную сторону, вяжем петли по рисунку, то есть так, как они лежат на спице. Кромочные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, еще раз 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и кромочная петля изнаночная. Мы провязали 8 ряд узора, поворачиваем работу на лицевую сторону, вяжем 9 ряд нашего узора. Кромочную петлю снимаем, 2 изнаночные, перекрещивание в левую сторону. 2 лицевые мы снимаем перед работой, вяжем 2 изнаночные, возвращаем 2 лицевые на левую спицу, провязываем их лицевыми. Еще одно перекрещивание в левую сторону, точно такое же. 2 петли лицевые снимаем на вспомогательную спицу перед работой, вяжем 2 изнаночные,
Возвращаем петли на левую спицу. И провязываем их лицевыми. Дальше у нас идет перекрещивание в правую сторону. 2 изнаночные снимаем на дополнительную спицу, оставляем их за работой. Вяжем 2 лицевые, возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем их изнаночными. Делаем еще точно такое же перекрещивание в правую сторону. 2 изнаночные за работой. Вяжем 2 лицевые. Возвращаем петли на левую спицу. Провязываем их изнаночными. Две изнаночные и кромочные изнаночные. Мы связали 9 рядов. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем все петли по узору. Кромочная, 2 лицевые, еще 2 лицевые, 2 изнаночные, так, 2 лицевые, 2 изнаночные, еще 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, еще 2 лицевые и кромочная изнаночная петля. Мы связали 10 рядов нашего узора. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Уже видим, что у нас получается такой вот кружочек в кружочке. Вяжем 11 ряд. Кромочная петля, 4 изнаночных, 4, перекрещивание в левую сторону, 2 лицевые, перед работой снимаем, вяжем 2 изнаночные, возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем их лицевыми. Далее 4 лицевых, перекрещивание в правую сторону, 2 изнаночные снимаем за работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем их изнаночными. 2 изнаночные, 4 изнаночные, 3, 4 и кромочная изнаночная. Мы связали с вами 11 ряд нашего узора. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Вяжем изнаночную сторону. Кромочную снимаем.
4 лицевые, еще 2 лицевые, 2 изнаночные, еще 2 изнаночные, еще 2 изнаночные и еще 2 изнаночные. То есть всего на изнаночной стороне у нас получилось 2, 4, 6, 8 изнаночных. Дальше 2 лицевые и еще 4 лицевые, кромочная, изнаночная. Ну, провязали 12 ряд нашего узора, заключительный. Дальше наш узор повторяется. Начинайте с первого ряда. Давайте провяжем. Кромочную снимаем. 6 изнаночных. 4, 5, 6. Перекрещивание вправо из лицевых петель. 2 лицевые снимаем на вспомогательную спицу и оставляем их за работой. Вяжем 2 лицевые, возвращаем снятые петли на левую спицу. Провязываем их лицевыми. Далее перекрещивание в левую сторону из лицевых петель. 2 лицевые снимаем на дополнительную спицу перед работой. Вяжем 2 лицевые, возвращаем, лицевые. Собралось 2 лицевые, 6 изнаночных, 4, 5, 6. Последняя кромочная, изнаночная. Так, мы связали, уже начали второй раппорт нашего узора. Вот таким вот образом. То есть вы поняли принцип. Если снятые петли у вас были изнаночными, когда вы их возвращаете на левую спицу, вы также их провязываете изнаночными. Если снятые петли были лицевыми, по возвращении на левую спицу они также будут лицевыми. Поворачиваем нашу работу на изнаночную сторону, вяжем второй ряд рисунка. Кромочную снимаем, 6 лицевых, 8 изнаночных, 6 лицевых, 1 кромочная, изнаночная. Мы провязали второй ряд нашего второго раппорта нашего рисунка. Далее вяжем третий ряд по нашему узору. Третий и последующие ряды мы провяжем с вами самостоятельно. Встретимся с вами, когда будем закрывать петли. Друзья, мы провязали с вами 2 раппорта этого узора. Раз раппорт, 2 раппорта. Я закрыла петли. Вот так вот наш узор выглядит с лицевой стороны.
Вот так аккуратно он выглядит с изнаночной стороны. Узор достаточно плотный, подойдет к любым изделиям с любой пряжи. Также, на мой взгляд, он очень прост в вязании, с ним справятся даже начинающие вязальщицы. Хочу сказать, что скоро на моем канале выйдет мастер-класс по вязанию детских штанишек. Там я применила этот узор. Хочу вам все это показать, рассказать, и, может быть, вы будете вязать по моему мастер-классу. Если данное видео было вам полезно, понравилось, буду рада, если вы поставите лайки. Также подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами в следующих видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока.